я нахожусь в столице Сьерра-Леоне, в городе Фритауне. Это в Америке алмазы сияют, а здесь за них стреляют. В столицу Сьерра-Леоне, город Фритаун, мы прибыли из другой африканской страны, Гвинеи. Гвинея прогремела на весь мир в 2014 году, когда там произошла вспышка эпидемии Эболы. Видео из Гвинеи уже есть у меня на канале, и скорее всего я сделал на него ссылку в конечных заставках к этому видео. А чем же известно в мире Сьерра-Леоне? Сьерра-Леоне прежде всего известно в мире своими жестокими конфликтами и алмазами. Наиболее яркая экранизация об этой стране – фильм с Леонардо Ди Каприо «Кровавый алмаз». Но прежде чем мы посмотрим, что из себя представляет Сьерра-Леоне сейчас, давайте совсем кратко окунемся в ее историю. Археологические находки показывают, что территория Сьерра-Леоне населена людьми около 2500 лет. Но густые тропические джунгли практически полностью изолировали эту территорию от остальных африканских культур и проникновения ислама. Первыми ступившими на эту землю были португальцы. Когда они высадились, здесь не было никаких государств, а лишь отдельные родоплеменные образования. В 1462 году португальцами было основано ряд небольших факторий, а также было придумано название для открытого ими полуострова Сьерра-Леоне, что в переводе с португальского обозначает «львиные горы». По мере продвижения колонистов вглубь, это название распространилось на всю территорию, которую занимает сегодня страна. Вслед за португальцами в середине 16 века в Сьерра-Леоне прибыли англичане, и они наряду с французами, португальцами и голландцами организовали вывоз местного населения, а впоследствии продажу их в качестве рабов. Первоначально европейцы просто-напросто похищали людей, но впоследствии обнаружили, что местные вожди готовы обменивать своих соплеменников, в основном на ром, ткани, бисер и огнестрельное оружие. Но в конце 18 века произошло одно знаменательное событие. Работорговое судно, следовавшее в Америку, потерпело кораблекрушение у Британских островов, и несколько сотен африканцев оказались в Ливерпуле. А по законам Великобритании они не могли быть признаны рабами на британской земле, вследствие чего они были освобождены. Чтобы избавить этих людей от голодной смерти, несколько английских филантропов создали комитет помощи несчастным чернокожим, чтобы помочь как им, так и другим жертвам работорговли. Они предложили создать в Африке провинцию свободы, где могли бы поселиться все освобожденные рабы. А основатель комитета Гренвилл Шарп собрал 351 африканца и при помощи знакомых переправил их в Западную Африку. В мае 1787 года британские корабли причалили к берегам полуострова Сьерра-Леоне. А Шарп приобрел у местного вождя в северной части полуострова участок земли, на котором поселились бывшие рабы. Спустя несколько лет на полуостров была доставлена еще одна крупная партия африканцев, 1131 человек, из Канады, получившие свободу за то, что сражались на стороне Великобритании против США. Первоначально им выделили землю в Новой Шотландии, однако сами африканцы предпочли перебраться в теплую Африку. После прибытия второй группы переселенцев в Сьерра-Леоне было основано новое поселение – Фритаун, что обозначает «город свободных», будущая столица Сьерра-Леоне. Управление поселением перешло в руки английской колониальной компании Сьерра-Леоне. В течение 19 века местное население неоднократно восставало против англичан. Так в 1898 году африканцы отказались от уплаты налогов. А один из местных вождей собрал более 3000 человек и развязал военные действия. В итоге к концу года было уничтожено более 2000 мятежников, казнено около сотни их предводителей. Но англичане понесли потери, убитыми 160 человек и ранеными более 260. В 20 веке большинство африканских колоний организовали борьбу за независимость. Но жители Сьерра-Леоне не торопились отделяться от своей метрополии. Однако в 1961 году государство Сьерра-Леоне все-таки провозгласило независимость. С провозглашением независимости жизнь Сьерра-Леоне лучше не стала. В стране начался период переворотов. Только с 1967 года по 1971 в стране было 3 переворота и 1 попытка переворота. В 1990 году при поддержке одной из противоборствующих сторон, лидером либерийских повстанцев, а впоследствии президентом Либерии Чарльзом Тейлором,
в Сьерра-Леоне началась гражданская война. Что касаемо самой Либерии, на мой взгляд, это одна из самых жестких и сложных для посещения африканских стран. Практически все местные наркоманы, они живут и спят в могилах. Видео об этой стране у меня также есть на канале, и скорее всего ссылку на нее я также оставлю в конечных заставках к этому видео. Итак, продолжим нашу тему. Африка является крупнейшим добытчиком алмазов в мире. От года в год эта цифра может меняться, но в среднем это более 50% добытых алмазов во всем мире. И Сьерра-Леоне, несмотря на ее небольшие размеры, входит в десятку крупнейших алмазодобывающих стран Африки. Алмазы играли далеко не последнюю роль в гражданском конфликте в Сьерра-Леоне. Каждая из противоборствующих сторон пыталась контролировать их добычу. И тот же самый Чарльз Тейлор использовал алмазы Сьерра-Леоне, помимо прочего, и в личных нуждах. Уже будучи президентом Либерии, он дарил эти алмазы известной топ-модели Наоми Кэмпбелл, которая в свою очередь была свидетельницей на судебном процессе, когда Чарльз Тейлор предстал перед международным трибуналом. Как практически все африканские конфликты, война в Сьерра-Леоне была очень жестокой. Доходило до того, что мирному населению отрубали конечности, если так можно выразиться, ради прикола. Поэтому до сих пор в Сьерра-Леоне огромное количество инвалидов, которые в большей степени живут за счет подаяния. Вот один из тех примеров, про которые я вам говорил, последствия гражданской войны в Сьерра-Леоне. Недостаточно инвалидов, которые остались без рук, без ног, ну и зарабатывают на жизнь попрошайничеством. В 1999 году при активном посредничестве ООН гражданская война в Сьерра-Леоне закончилась. То есть она продолжалась 9 лет. Прежде чем мы начнем смотреть обзор развлекательной пляжной жизни в Сьерра-Леоне, я хотел бы извиниться за качество видео. Дело в том, что моя GoPro сломалась, и определенную часть видео мне пришлось снимать старым фотоаппаратом, которому около 10 лет, и с отсутствием полной стабилизации. Я, конечно, постарался выбрать оптимальные кадры, но все же, конечно, это не то качество, которое должно быть. Единственное, еще радует то, что прежде чем сломалась мой GoPro, я успел поснимать пляжно-развлекательную жизнь. Первое наше знакомство со Сьерра-Леоне, мягко говоря, оказалось не очень приятным. Короче говоря, слушайте, сейчас я вам все расскажу. А сейчас я вам покажу, в каком отеле я поселился, расскажу, сколько это стоит, и вообще расскажу о принципах бронирования отелей, по крайней мере, во многих странах Западной Африки. В общем, тут здесь вот находится отель, в котором я живу. Как видите, здесь вот такая дорога, можно сказать, с насыщенным движением. И благодаря этому движению, ну и вообще само по себе, здесь постоянно стоит столб красной пыли. Не знаю, насколько видно вам это на камеру, но поверьте мне, здесь этой красной пыли довольно-таки много. Она садится на обувь, одежду, лицо и руки. И даже присутствует на балконах номеров. А вот в отель я попал не просто так. Если рассказывать с самого начала, мы забронировали отель в столице Гвинеи, Конакри. Забронировали отель, и буквально за 2 дня до заселения нам пришел овербукинг. Сказали, что отель нас не примет, и нам пришлось всей нашей компании, там из 7 человек, делать перебронирование. Но это было не самое страшное. Уже когда мы уезжали в Сьерра-Леоне, одна часть группы из 5 человек уехала, а я со своим товарищем остался еще на сутки. И буквально там часов за 18 до заселения первой группы пришел овербукинг. То есть они были в дороге и не знали, что отель отменил их бронирование. А когда они приехали туда примерно 22 часа, после 13 часов дороги, им сказали, что отель их не заселяет. И уже, можно сказать, ночью в Африке им пришлось искать новый вариант. С Божьей помощью они его нашли. И этот был вот этот отель, в котором мы сейчас живем. Почему отель в Сьерра-Леоне во Фритауне сделан овербукинг? Да просто потому, что туда заселилась другая группа, которая взяла эти номера на чуть больше срок. Мы взяли на несколько дней, они там на неделю, что ли, или на 2. И они просто-напросто, грубо говоря, людей выгнали. В общем-то, вот такая здесь система бронирования. А вот этот отель, вот, скажем так, не слабый отель, $90 в сутки. Интернет здесь практически работает несколько часов в день, а потом кончается трафик. На сайте бронирования указано, что есть бассейн, но он в нерабочем состоянии. В общем-то, как-то вот так. Сейчас покажу вам номер, в котором я живу.
А сейчас я вам покажу номер, который мы снимаем за $90 в сутки. И я вам скажу, это один из самых дешевых вариантов. По крайней мере, на сайтах бронирования отелей. Может, где-то что-то такое существует, более дешевое. Но, по крайней мере, на сайтах бронирования отелей найти такое очень проблематично. А вот по поводу той красной пыли, о которой я вам говорил. Вот, я думаю, вам здесь все видно. То же самое присутствует на перилах. А рядом с нами вот такие соседи, которые живут в трущобах. В общем-то, вот такой, можно сказать, номер из 2 комнат. По трущобам и по местному рынку мы еще с вами прогуляемся. А сейчас давайте пока перейдем к более приятным вещам. Приятные вещи – это пляжная и развлекательная жизнь Сьерра-Леоне. В Сьерра-Леоне немало пляжей, но мы посетим парочку основных из них. Сначала мы посетим пляж, рекомендованный Министерством туризма Сьерра-Леоне, а потом самый популярный тусовочный пляж в стране. Определенная часть дорог по Фритауне вот такого качества. И то есть, грубо говоря, когда ты едешь перед тобой идущей машиной, приходится тебе дышать красной пылью. Как бы выбора уже у тебя никакого нету. Ну, или купить респиратор, например. Чуть-чуть руль не так вывернул, и все, блядь. Блин, на таких почках. В общем-то, ребят, приехали мы на пляж, который рекомендует Министерство туризма Сьерра-Леоне. Несколько километров мы ехали там практически, ну не знаю, минут 40-50. Ну, в общем-то, я вам сейчас покажу этот пляж. Наверное, у многих из вас не совсем стандартное понимание об африканских пляжах. В общем, они вот такого вида. Да, и здесь вот реально скрипит песок. Я не знаю, насколько сейчас будет слышно через камеру, но попробую передать. Ну и как видим, он практически пустой. Там вот несколько европейцев есть. Есть несколько европейцев. Возможно, в выходные здесь будет побольше народу. Сейчас покажу вам. Покажу, какие здесь даются бунгало и сколько они стоят. В общем-то, виды, конечно, красивые, хорошие. Ну, скажем так, отличное место для релакс-отдыха. Самая холодная температура за всю историю наблюдения во Фритауне была плюс 19 градусов. В общем-то, подходим мы к этим бунгало. В общем-то, вот такие бунгало стоят 50 или 60 долларов за ночь. Ну, я так понимаю, в зависимости от дня. Будний день 50, а в праздничный 60. Ну, вот видите, кто-то одно бунгало уже заселил. И также покажу вам сейчас цены
на напитки и еду здесь. В общем-то, смотрите, пицца с курицей 95, это то есть $9,5. Маргарита $8,5. Брекфаст стандартный, чай, кофе, яйца, хлеб $5. Спирит, хаус, спирит, ну короче, крепкий алкоголь, я так понимаю, 25 миллилитров, $2,5. Экспрессо американо $2,5. Капучино латте $3. Так, вода пол-литра $0,5, литр $1,5. Сэндвичи $9, туна, ну, с тунцом. Паста, чикен, ну короче, все виды паста по $10. Ну и сейчас покажу уже цены на алкоголь. Короче, все коктейли по 65, по $6,5. А пиво, где у нас тут пиво? Бир, ну бир. Пиво по $2,5–3. Вот такое пиво $2,5. Вот такая пицца $9. Ну, по крайней мере плюс в том, что курицу не зажали. А это вот еще один пляж. Сьерра-Леоне находится примерно 10 минут езды от предыдущего пляжа. Чем-то напоминает Сейшелы за счет таких камней. Здесь еще есть небольшой серф-клуб. Но, как видим, на данный момент волны не такие большие. Возможно, в какое-то другое время не будет побольше. Но пляж сам по себе все равно неплохой. Вот смотрите, на данном пляже даже останавливается бэкпакер. То есть, как видите, там есть бунгало, в которых можно поселиться. А можно поселиться в своей палатке, что будет дешевле. Живешь практически на самом берегу океана. Вот с таким видом. Ну что же, теперь давайте побываем на самом красивом, популярном и тусовочном пляже Сьерра-Леоне. Пляж с неприметным названием пляж номер 2. В будние дни здесь не очень многолюдно, зато по выходным очень весело и тусовочно. Частенько на этом пляже происходят танцевальные батлы. А иногда эти батлы принимают форму не совсем допустимого для ютуба контента. Поэтому, к сожалению, все я вам показать не могу. Ну и, конечно же, на этом пляже немало веселых и привлекательных девушек. Ну а прежде чем мы коснемся ночной жизни во Фритауне, побываем на местном рынке, посмотрим сам город. Наверное, многим будет интересно узнать, что же происходит именно сейчас во Фритауне, во время распространения вируса. Об этом нам поведает мой знакомый и владелец канала Вольному Воля Олег Приходько, который волею судеб оказался изолированным в этой стране. Я приехал сюда, в Западную Африку, для того, чтобы найти какой-либо материал, посвященный эпидемии Эбола, которая здесь была 5 лет назад, но попал в неподходящее время, в период и канун другой новой эпидемии коронавирусной инфекции, которая разрушила все мои планы. И сейчас я, гуляя по этому пляжу в закрытом городе Фритауне, не знаю, просто кайфую и наслаждаюсь этими видами. За пределы города я поехать не могу еще целую неделю. Здесь в заперти, в заточении. Не самая худшая ситуация, которая могла бы быть, но тем не менее все это уже порядком надоело.
Этот пляж считается самым классным в Сьерра-Леоне, называется Рива Намбату, потому что сюда втекает река, вторая по счету, так и называется, номер 2. Сейчас, как видите, здесь туристов особо нету, никаких отдыхающих, потому что вообще, в принципе, все общественные места должны быть закрыты по предписанию правительства, чтобы люди не сталкивались здесь и как-то не распространяли коронавирусную инфекцию. Но тем не менее, мы сюда проехали, здесь пропускают, никаких чекпоинтов правительственных нету, только обычный плотильник, 10 тысяч платишь и проезжаешь спокойно, можешь загорать, отдыхать. Правда, солнца сейчас нету, но тем не менее искупаться мне сегодня придется. На сегодняшний момент зафиксировано 30 случаев коронавируса, смертей нету и выздоровевших тоже еще пока нету. Местные жители поговаривают, что эти все случаи, возможно не все, но подавляющее большинство из них надуманы для того, чтобы правительство смогло осуществить свой план по, так сказать, денег хотят взять от МВФ и ВОЛС. Потому что страна бедная, каких-то медикаментов и чего-то нету. Ну и, разумеется, какие-то часть этих денег пойдет по карманам. Не без этого. Ну что, а теперь давайте познакомимся чуть поближе с жизнью обычных людей. А сейчас как раз еще раз мы видим, какой концентрации достигает красная пыль в городе. Это, конечно, не центр города, но примерно 3-5 километров от центра. Вот сейчас зашли мы, скажем так, трущобы не трущобы, но место жизни многих жителей Фритауна. Вот значимая часть населения живет вот в таких домах. Вот здесь вот видим какая-то постройка. Хай. И большая часть города, как сейчас мы можем видеть, находится на холмах. Что, соответственно, затрудняет передвижение. И расстояние в километр выливается там при передвижении на такси в 15-20 минут. Good morning. How are you? And me, hi. Давай дадим. Тысячу дадим. You live there? You live there? What's your name? My name is Sergey. Sergey. Oh, my name is Muna. Muna? Yeah, Muna. Beautiful name. Yes. Muna Kushaya. What are you doing? Давай детишкам дадим. For me. Thank you very much. Welcome. May God bless. Yeah, thank you. Yeah, Что сказал? yeah. Thank you, thank you, Muna, thank you. thank you. Yeah. You live there? Yeah, Nadi. It's your house? Yes, sir. Yeah. Can I take photo? Huh? Can I take photo? It is take me picture. Fix it here. See it like me. Hey. Check again. 1, 2, 3. Ready? Thank you. Hey, Muna, thank you. I check you. Show you. Where you mother go see? Yeah. А спроси, можем мы посмотреть их дом, как они живут? А вот туда зайти. Can he see house? Me house? Yeah, he want to see house. Oh, it's house? Можем мы войти? Hey, Muna, want see there? Пойдем. Okay, no problem. Окей, thank you. Yeah, God bless you. yeah. See me house? Ага. Так вот живут люди. А how many people live the here? How many people? How many people? Oh, they don't know. 3, 2, Now, they sleep here. Me and me picking there. 4? Yeah. Ага. 4 человека живут в этой комнате. Oh, sorry. Thank you very much. Goodbye. Yeah, goodbye.
Your child? Yes. В общем-то, скажем так, какая-то небольшая часть трущоб мы сейчас увидели. И трущобы, скажем так, не агрессивные, как в большинстве стран Африки. По крайней мере, сейчас. Но вот здесь мы видим не совсем трущобы уже слева. Хорошие ворота, хороший забор. Ну, как видим, отгородились от остальных людей забором с колючей проволокой и стеклянными осколками поверх забора. Наверное, не просто так. Ну что, ну а теперь давайте немного посмотрим, как выглядит центр столицы Сьерра-Леоне. Есть во Фритауне одна достопримечательность, на которую, наверное, все-таки стоит обратить внимание. Это хлопковое дерево, возраст которого никому не известен. Но все документы говорят о том, что когда сюда прибыли первые переселенцы в 1787 году, оно уже было. И прибывшие в Африку первые освобожденные рабы молились в тени этого дерева. Еще здесь меня удивил один момент. Сьерра-Леоне показывают фильмы на русском языке. Это я увидел в одном из магазинов города. И как-то раз пришел сюда рыбу продавать военным, и подошел один военный пьяный сидел, он перезаряжает автомат, наводит на меня и говорит: вали отсюда. А сейчас я попробую побывать на местном рынке. Насколько получится сделать видео, неизвестно. Но я попробую это сделать. Почему неизвестно? Потому что обычно практически во всех странах Африки, особенно Западной Африки, делать фото и видео очень проблематично. Ну что, попробуем. На этот раз видео о рынке будет очень коротким. Так как я говорил ранее, мое GoPro сломалось, и поэтому мне пришлось использовать фотоаппарат, которому более 10 лет и полностью без стабилизации. Я просто шел со включенным фотоаппаратом, который висел у меня на шее и болтался. Но хочу отметить то, что в Сьерра-Леоне я мог спокойно гулять с фотоаппаратом по тому же самому рынку, пусть даже якобы он мне не работал. Если бы это произошло в Либерии, то, скорее всего, на этом рынке меня просто бы разорвали. В общем-то, вот такое короткое видео с рынка. Не хочется утомлять вас сильно трясущейся съемкой. А, здесь все. А пройдем и так? Наверное. Стоп! А для контраста я расскажу вам, что может получиться в Либерии из-за фото и видеосъемки. You're from where? From Russia. Russia. Yes. All right, okay. Когда я ехал в такси, и достал телефон для того, чтобы сделать фото и видео, местный чувак, наверное, в 5 метрах от окна моего такси, жестом показал мне то, что перережет мне горло. Одна из наших попутчиц достала просто телефон, ничего не фоткая. И местный чувак шел за нами приблизительно в течение 20 минут, дергал за руки и требовал $10. Он шел до тех пор, пока не подошли к полицейскому, не объяснили ситуацию. Полицейский просмотрел телефон, не нашел его фото и типа сказал ему: отвали. И тот все равно еще в течение какого-то времени возмущался, махал руками и требовал денег. А вот что говорит об отношении к белым Приходько Олег. Здесь Сьерра-Леоне к белым относится в принципе нормально, потому что, как говорят, британская колониальная система здесь их натаскала, чтобы они уважали белых. Но в соседних странах, в Гвинее и в Либерии, отношение отстойное. В Либерии вообще прямо вплоть до ненависти. Нередки случаи ограбления и различного нападения криминального на белых людей. Ну и в завершение давайте коснемся ночной жизни во Фритауне. На побережье Фритауна есть улицы, на которой расположены бары, ночные клубы и рестораны. Это, конечно, далеко не Уолкинг-стрит в Таиланде,
Но все же там можно хорошо провести время и развлечься. Ну а что же сейчас происходит с ночной тусовочной жизнью во Фритауне, мы снова узнаем у приходит коллега. Как видите, тусовочная жизнь никуда не уходила, только единственное, что в 9 часов вечера все это удовольствие закончится. А сейчас 7:30 вечера, и как видите, тусовка уже практически закончилась, потому что в 9 вечера уже всем нужно быть дома, потому что город закроют.